Всем привет из Вьетнама, это курортный город Nha Trang. И сегодня здесь проходит вакцинация иностранцев. Те, кто еще не привился или поставил уже первую дозу вакцины, могут получить вторую дозу вакцины или первую в определенном пункте вакцинации. Назначен этот пункт был в центре города. Собираюсь туда подъехать и посмотреть, как там дела обстоят. Сразу говорю для всех хейтеров и противников вакцины: я сам был противником вакцин и вообще не хотел бы ни болеть, ни вакцинироваться, ни чипироваться. Здесь не то чтобы под дулом пистолета заставляют это делать, но просто создают такие условия, что без вакцины никуда не попасть. Сейчас вводятся пропуска, которые имеют QR-код в приложении телефона. Сейчас будет все завязано именно на этих QR-кодах. Не попутешествовать, никуда не сходить, ни в торговые центры, ни в магазины, ни на какие достопримечательности не попасть. В провинции Ханьхоу очень серьезно подошли к вакцинации, и уже почти 100% населения вакцинировали первой дозой. Сделано это было для того, чтобы полноценно можно было встретить иностранных туристов. Провинция Ханьхоу собирается в ближайшее время запустить тестовый режим по приему иностранных туристов в ограниченном количестве. Как я уже и говорил до этого в предыдущих выпусках, сюда будут приезжать иностранцы в аэропорт Cam Ranh, и они будут останавливаться на протяженном пляже Байзай. Там много закрытых отелей на своих собственных территориях. И вот в таких отелях хотят сделать пробный период международного туризма в ограниченном количестве. Условия прибытия во Вьетнам будут такие, что нужна обязательно вакцинация, либо свидетельство о том, что переболел ковидом. Ну и лица до 18 лет будут пускаться по предъявлению результатов отрицательного теста. И нужно будет пройти 7-дневный карантин в одном из отелей закрытых. После 7 дней можно уже менять место и заселяться в другие отели. Здесь практически все иностранцы вакцинировались уже китайской вакциной от компании Sinopharm. Вакцина называется Verocell. Кто-то даже Pfizer вакцинировался, кто-то AstraZeneca, кто-то спутником V вакцинировался. Но преимущественное количество людей вакцинировалось вот именно вот этой вакциной Verocell от компании Sinopharm. Побочных эффектов от этой вакцины мало. Сейчас подъедем к этому пункту вакцинации и узнаем, как там все это проходит. Хочу записать реакцию организма на вот эту вакцину. Буду снимать на следующий день реакцию, расскажу ощущения. Я знаю, что в России очень много противников вакцин, но многие согласились с этим, чтобы иметь возможность путешествовать. Очень многие известные люди вакцинировались по тем же самым причинам. На самом деле мне уже надоело очень эта канитель, потому что я хочу свободно перемещаться. Раз такие условия пошли, придется это сделать. Некоторые считают, что я в своих видео пропагандирую вакцинацию, что мне там за это заплатили. Будет очень классно, если бы мне кто-то за это заплатил еще, за то, что я показываю видео с вакцинацией и показываю и рассказываю обо всем, как оно есть на самом деле. Поэтому показываю все как есть, как просто очевидец, что вы могли увидеть, понаблюдать за ситуацией и сделать выводы, когда уже можно сюда приехать и что здесь происходит вообще. Ну вы поставили недавно, да, уже? 2 числа поставили вакцину, нихуя не знаем, что с нами будет. Может быть страшно, должно быть, может быть нас всех убьют, но пофигу, без этой бумажки тебя все равно никуда не пустят. Поэтому, будем вакцинироваться, сидеть и ждать, что будет дальше. Мы первый уже сделали, 2 числа еще. Здорово! Я категорически была. Что, стоит мне делать, не стоит? Я приехал. Да. Здорово. Знаешь, я вчера пошел, просто первый раз столкнулся с этой хуйней, что тебя никуда не пускают. Ну да. Мозг трахнули, блядь, в инкомплазе здесь. В конце концов пропустили, конечно. Иди, говорит, ладно. Вот сейчас пришлось товарища отвезти до дома. Стало ему плохо после вакцины. Говорит, закружилась голова очень сильно и тяжело было даже стоять на месте. Сейчас возвращаемся в пункт вакцинации. Там уже куча людей, русских, все, кто остался здесь. Всем пришлось вакцинироваться сегодня. Все говорят, что по-любому вакцинироваться придется, никуда не пустят, ни в магазин. Даже, оказывается, если уедешь из Вьетнама, то не купить билет будет на вылет. Поэтому вакцина все равно необходима, хотя бы даже, чтобы уехать отсюда теперь. В такие жесткие рамки все поставлены, что по-другому никуда не денешься.
придется поставить и мне тогда тоже вакцину. Как уж я не хотел, придется поставить. Вот мы приехали сюда повторно, на этот пункт вакцинации. Еще и за парковку 5000 донгов взяли. Вьетнамцы тоже здесь ставят вакцины. Миша, привет, ну как ты? Не боишься ставить вакцину? Да что бояться-то, уже хуже не будет. На входе нужно получить сейчас бланк для заполнения. Вот дали номерок, номер 215, и тут бланк на вьетнамском языке. Сейчас мне помогут заполнить, и можно будет уже дальше двигаться. Здесь заполнили информацию о том, что нет противопоказаний, адрес, номер паспорта, номер телефона, дата рождения, информация о том, что первая вакцина. Where you come from? Russia. Сейчас тут проверят заполненный бланк, внесут данные все эти в базу данных. Пожилые люди тоже вот приходят, вакцинируются. Это вьетнамцы пожилые. Русские тут женщины пришли, говорят, нам Верасел, другую нам не надо, только китайскую. Многие настроены на то, чтобы именно вот эту вакцину получить, китайскую. How are you today? Good. All good. Врач позадавал вопросы, нет ли у меня плохого самочувствия сейчас. Сони. Паренек захотел подписаться на канал. Okay, thank you. Okay. Come on. Now. Сам укол я вообще не почувствовал. Вот здесь такой зал ожидания. Я так понял, надо подождать минут 20. Ну все, через 3 недели или через 4 недели надо будет получить вторую дозу вакцины. И уже тогда можно сказать, что официально, в зависимости от отношения к вакцинам, что я чипирован или привит, и можно будет, наверное, спокойно перемещаться. Хотя только что мне сказали, что здесь все равно во Вьетнаме они собираются каждую неделю проводить тесты на заражение. И все равно можно заболеть также. И разница только в том, что ты, если заболеешь, тебя не отвезут в больницу. Я так понял, что можно дома переболеть. А если заболеешь без этого, то куда-нибудь отвезут в госпиталь с непонятными условиями. Еще и, может быть, это за деньги все будет. Не все на самом деле тут спокойно вакцинируются. Один тут вообще разволновался, паренек. Прям такой напряженный был. Здесь вроде как рекомендуется посидеть, но некоторые уходят, сбегают отсюда, не тратят время, просто что выявляют здесь реакцию организма на прививку. Я вообще ничего не чувствую, вообще ничего не болит, ни место укола не болит. Перед тем, как укол был, у меня, кстати, рука зачесалась и чувствовалось, как будто мне уже поставили прививку. Но как только ее поставили, вообще никаких ощущений, ничего нет. Сейчас пойдем на выход уже скоро, наверное. Здесь время указано. Вот меня как раз и вызвали. Я думал, что уже можно уходить, но на самом деле нужно было дождаться вот эту справку. Сертификат COVID-19. Что самое хорошее в организованной вот этой вакцинации, то что хотя бы в следующий раз можно не пропустить и вместе со всеми организованно также пойти на вторую дозу вакцины. Потому что у некоторых есть такие затруднения, что через 3-4 недели они не получают вторую дозу вовремя. Ну, это тоже вредно для организма, нужно вовремя получить именно вторую дозу сразу. Почти 20 минут прошло, ждать уже смысла нет, много особо времени, поэтому уже можно, в принципе, уходить. Вроде как нормально, пока не ощущается. Сейчас еще расскажу, какая будет завтра реакция на следующий день. Будет ли температура, ощущения. Вечером еще сейчас покажу, какая будет реакция. Так, наступил вечер, прошло уже более 12 часов с момента вакцинации. Никаких побочных эффектов я не ощущаю, ни температуры нету. Место укола даже не болит. Бывает, реакция идет не в этот же день после укола, а на следующий день еще. Посмотрим утром, как будет. Даже немного удивительно, что вообще никакой реакции организма нет, никаких проявлений, нет температуры, нет никакой слабости, как у некоторых людей. Итак, прошло 2 суток уже после введения вакцины. Хочу дополнить по вчерашнему дню. Все-таки не прошло это абсолютно бесследно. В течение дня я все-таки заметил, что чувствовалась такая небольшая усталость. Когда я встал, уже походил, я уже понял, что
не чувствую себя очень бодро, как это обычно бывает. Тем не менее, ничего не болело, место укола вообще не болело, не чувствовалось. И сегодня уже абсолютно это все прошло, ощущение, никакой усталости нет, прекрасное самочувствие. Ну и подведем итоги по поводу вакцинации. Хочу сказать, что нужно это делать тоже очень грамотно. Все врачи не рекомендуют на пике заболеваемости вводить вакцину, потому что это может гораздо больше усугубить ситуацию. Если заразиться и заболеть одновременно с вакциной, то ослабивший иммунитет может дать еще худшие результаты болезни, как я это понял из рассказов врачей. Что в России происходит, это действительно вакцинация опасна, как я понял. Но во Вьетнаме нет такой заболеваемости, поэтому здесь заразиться риска меньше. Также задолго до вакцинации я не употреблял алкоголь примерно в течение месяца. И собираюсь не употреблять и после вакцины, и после даже второй дозы тоже, до и после. Чтобы получился такой хороший промежуток времени, чтобы тоже не усугубила ситуацию. А вот тот товарищ, которого я подвозил, которому плохо стало, он реально употреблял алкоголь до этого. И ему, конечно, стало плохо. Вот такой, может быть, плохой эффект. То есть у него закружилась голова, плохо себя стал чувствовать. Но самое главное, это получить уже этот злосчастный QR-код, эту справку о вакцинации, чтобы можно было везде ходить, жить нормальной жизнью, спокойно перемещаться и снимать контент. И много чего есть интересного рассказать, показать. Так что оставайтесь на связи и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео.